Итак, давайте посмотрим, что произошло с помидорами через 30 дней. Какие из 19 средств справились с поставленной задачей, а какие нет. Первое. Лук репчатый. Победитель нашего первого эксперимента. Было много комментариев, что лук сам по себе плесневеет, он не может победить, что якобы мы что-то нахимичили. В общем, по понятным причинам мы снова тестируем лук. И что мы видим? Плесени нет, результат положительный. Во всяком случае пока. Будем наблюдать дальше. Второе. Чеснок. К сожалению, результат отрицательный. Чеснок не подавляет плесень, а если сказать точнее, даже способствует ее росту. Третье. Перец острый. В прошлый раз была плесень внутри перца и немного на плодоножках. Сейчас плесени стало меньше, и, возможно, она погибла. Будем наблюдать дальше. Четвертое. Корень хрена очищенный. Результат отрицательный. Плесени очень много. Пятое. Крапива. Результат также отрицательный. Крапива не препятствует распространению плесени и бактерий. Шестое. Свеча, зажженная в банке и потухшая из-за отсутствия кислорода. Есть немножко пушка плесени на одной плодоножке. Но, судя проверкам в 10 дней и 20 дней, плесень неактивна. Будем наблюдать дальше. Седьмое. Ржавый железный гвоздь. Удивительно. Несмотря на дешевизну средства, результат положительный. Плесени нет. Восьмое. Имбирь сушеный молотый. Результат отрицательный. Средство не подавляет плесень. Девятое. Соль каменная. Многие подписчики утверждали, что соль – хороший консервант. Что мы видим? Плесени нет, и это хорошо. Однако помидор черри сморщился, а на другом помидоре в области плодоножки появилось темное пятно. Выводы делать еще рано, но уже очевидно, что соль проигрывает другим средствам. Однако будем наблюдать. Десятое. Сода пищевая. Сами все видите. Результат отрицательный. Средство не подавляет плесень. 11. Спирт этиловый. Победитель первого эксперимента. Мы видим, что все хорошо. Плесени нет, помидоры целые. 12. Уксус столовый. Также все хорошо, плесени не видно. 13. Средство. Уксус яблочный натуральный. Еще один положительный результат. Похоже, пары уксуса создают среду, в которой плесень не развивается. Продолжаем наблюдать. 14. Перекись водорода. Плесень есть на плодоножке, но плоды пока целые. Будем наблюдать дальше. 15. Гортичный порошок. Плесени нет. Помидоры выглядят свежими. Результат положительный. Есть чувство, что это средство войдет в топ-5 лучших. 16. Гвоздика. Пряность. Результат отрицательный. Добавить нечего, но понаблюдаем дальше. 17. Средство. Настойка прополиса спиртовая. Плесени нет, все чисто. 18. Лимонная кислота. Интересная реакция. Кристалликов кислоты больше нет, и в банке образовалась жидкость. Жаль, что плесень появилась. Я думал, что лимонка справится с плесенью. 19. Куркума молотая. Как вы видите, эта пряность не подавляет плесень. Результат отрицательный. И, наконец, 20. Банка с названием «Чистый». Здесь только помидоры. Ранее было немножко пушка плесени на плодоножке помидора черри, но сейчас нет. Выглядит так, что томаты сами по себе подавляют плесень. А вот большой помидор лопнул, но мякоть пока без плесени. Так что продолжаем наблюдение. Был вопрос, в каком помещении находятся банки. Банки стоят на столике в жилой комнате в сухом месте, куда не попадают солнечные лучи. Мы продолжаем эксперимент и через 10 дней сделаем очередной тест-обзор. Если у вас есть что добавить или вы можете объяснить, почему определенные средства не справились с задачей,
Оставьте комментарий. Интересно ваше мнение.